Всем привет! Вы на канале «Из города на дачу», и сегодняшнее видео обещает быть интересным, потому что Викочка будет клеить сегодня пол на кухне, но я планирую закончить фундамент, такую залить площадку под нашу будущую беседку. Это наша основная задача на ближайшие дни. Конечно, мы будем заниматься и другой работой, и обязательно вам ее покажем. А вы можете наливать чаек, усаживаться поудобнее, и приятного вам просмотра. Как видите, я уже нарезал уголок по нужным размерам, а теперь нужно вот те две части хорошенько прикрепить к дому. Крепить уголок к дому я буду вот на такие анкера. Уже много раз их использовал, и они мне очень нравятся. Но вначале выставлю уровень и буду надеяться, что его будет видно в светлое время суток. Ага, ну вроде видно, да? Вначале вообще хорошо видно, там немножко похуже. Самое главное, что видно, где чертить белую линию. Вот так. Ну а мы теперь с вами переходим на нашу кухню. В прошлом видео мы показывали, как у нас нашли вторую жизнь. Вот такие деревянные полки, которые лежали без дела на чердаке. Многие из вас в комментариях оставили свое мнение по поводу того, как можно преобразить эти полочки, как можно их украсить и что на них расставить. И хотя многие из вас советовали перекрасить эти полки в светлые тона, мы пока с этой идеей повременим и оставим их в таком вот деревянном формате, потому что перекрасить мы всегда успеем, а вот вернуть дерево его же вид, это уже будет сложновато. Ну и тем более в таком виде они хорошо сейчас и отлично подходят к дизайну для нашей деревенской дачной кухни. Ну и сегодня у нас с вами задача их как-то облагородить и что-то расставить на них. Многие из вас писали в комментариях, что для таких темных полок в таком формате лучше всего расставить какие-нибудь предметы белого цвета. Но из всех предметов белых я нашла подходящие вот только такие. Такую сахарницу, вазочку и вот такой соусник. Также нашла еще несколько предметов, которые хотела бы расставить на этих полочках. И в течение недели я все это расставляла, убирала, присматривалась. И как-то оно мне показалось каким-то, первый раз скажу это слово у себя на канале, безвкусным пылесборником. Но мне хотелось бы расположить предметы на полочках так, чтобы все это было более функциональным. Поэтому я решила отменить расстановку всех этих предметов. И у меня появилась другая идея, что можно расположить на этих полочках. И, кстати, нашла я эту идею даже не в Pinterest. Как вы заметили, у меня здесь на столе стоит вот такая миска с яблоками. И стоит она здесь не зря. Именно они будут теперь располагаться здесь у меня на этих полках. Сколько людей, столько и мнений. Так бы мне хотелось назвать бурное обсуждение в чате моего телеграм-канала, где многие поделились идеями и вариантами, как можно еще преобразить эти полочки. Так что всем большое спасибо. Думаю, что в скором будущем эти полочки у нас немного преобразятся. Ну а кроме фруктов и овощей, я заказала для этих полочек еще кое-что. Так что к концу видео мы обязательно к ним еще вернемся. Прикрутили две стороны к дому, а теперь нужно приспособить вот такие стойки. Я отрезал чуть побольше, чтобы забить и чтобы надежнее стояло. Ну, кажется, ровно. Сейчас еще уровень возьму на всякий случай. Так, столбы все выставлены. Теперь подошло время сварки. Уже который раз использую наколенники. Когда ямы рыл, по столбы использовал. Вообще такая прекрасная штука.
Сегодня они мне тоже пригодятся, чтобы стоять на коленях и было удобно варить. Потому что если так просто стоя, сгорблено, то спина будет болеть и швы не такие красивые будут. О, удобно, мягко, здорово. Сегодня мы протестируем с вами пылесос модели Red Road X18. Это новинка, а значит модель будет лучше своих предшественников. А по отзывам это не просто пылесос, а зверь по всасыванию пыли и мусора. И это понятно, так как по своим характеристикам у этого пылесоса сила всасывания 33 тысячи паскалей. Ну что ж, давайте проверим. Итак, начнем с упаковки. Пылесос пришел в компактной упаковке. В комплектацию входит инструкция, также запасной фильтр, длинная металлическая труба, съемный аккумулятор, настенный подвес, адаптер питания и насадки и щетки. Ну и самое главное, это основное устройство пылесоса, которое имеет бесщеточный мотор 500 Вт и, как я уже говорила, силу всасывания 33 тысячи паскалей. С такими характеристиками у мусора и пыли нет ни малейшего шанса. Итак, собираем пылесос и вначале будем использовать универсальную турбощетку с LED-подсветкой. Валик в этой насадке имеет V-образную форму. Это нужно для того, чтобы не запутывались волосы и шерсть. У пылесоса несколько режимов, в том числе и турбо. Когда запускаем пылесос, включается автоматический режим. Но также его можно регулировать вручную с помощью клавиш плюс и минус. А что это за автоматический режим? Я вам скажу, это самая интересная функция в этом пылесосе. Ведь именно в ней с помощью датчиков пылесос самостоятельно анализирует уровень загрязнения и регулирует мощность. Ну и за LED-подсветку производителям отдельный плюс. Не во всех пылесосах она есть, но с ней уборка становится намного эффективнее. Сразу видно, где нужно пройтись еще раз. Пылесборник объемом 1,6 литра. Вмещает больше пыли, оснащен системой очистки одним нажатием. Узкая щелевая насадка удобна для труднодоступных мест, для потолков, узких щелей, полок и клавиатуры. Также в наборе идет универсальная узкая щетка, которая идеально подходит для уборки стен, штор и плинтусов. Но это интересная широкая плоская насадка подходит для уборки диванов и матрасов. Работы аккумулятора хватает на 65 минут. Ну, я вам скажу, что этого достаточно, чтобы убрать наш дом. Заряд до 4 часов. И, наверное, это единственный минус у этой модели. Но во всем же пылесос модели Red Road X18 отличный помощник. Мощный и при этом доступный по цене пылесос. Сейчас, кстати, действует большая скидка. Ссылочку для вас оставлю в описании. Не упустите свой шанс. Вот так пока получается. А еще хочу в центре приварить вот такой профиль 15 на 15. Он тоненький, но сыграет очень хорошую роль. Приварю с той стороны, с этой, чтобы со временем не выпячивалось. Поняли, да? Так, а вторую тоже накрест положу, только с той стороны. Так и залитый бетон будет меньше лопаться. Ну, я так думаю. А вторую приварю примерно вот так. Крест-накрест. Вот так я приварил этот профиль посередине. Еще даже добавил вот такие поперечины, потому что оставались маленькие куски. А еще у нас там есть старое железо. Я тоже думал его использовать. Все равно его негде девать. И тоже поперечины, может быть, сделать так, так. Так, ну сейчас пойду посмотрю, сколько найду, столько и приварю. Вот здесь оно у нас лежит. Вот есть вот такие уголки, квадрат со старой кровати. Вот еще такой старый уголок, он уже ржавый. Где его девать? Все равно нужно где-то применять, правда? Так. Вот такие уголки. Можно даже еще пару стоек сделать, чтобы потом было легче приваривать. Вот здесь тоже вот такая вот погнутая железяка. Куда ее деть? Не знаю. Тоже сейчас приварим. Катанка. Есть потоньше, есть потолще. Тоже сейчас выгну и попривариваю там.
Фух, обварил все, что мог. Теперь что нужно сделать? Нужно убрать весь этот инструмент, все, что я работал, и буду делать уже тогда опалубку по краям. Фух, наконец-то. Целый день ушел. Вот это варить, конечно, я думал, будет быстро, но, как видите, время занимает очень много. Так, у нас тут есть немало досок подходящих. Есть такие довольно длинные. Наверное, длинные мы и отберем. Самые длинные. Все равно они пойдут куда-то потом на дрова. А так сейчас хоть в дело пригодятся. А еще здесь есть у нас кусок OSB. Вот он тоже пригодится. Два таких асбестовых листа. Это такой шифер ровный. Тоже пойдут. Вообще здорово. Да? Поставил, и ровненько будет, идеально. Даже лучше, чем доски. А вот здесь я приготовил уже старую белую дверь. Мы, кстати, ее использовали, когда крылечко заливали. Тоже. Опа. Тоже все пойдет сегодня, завтра в дело. В общем, работали мы с Ромой как пчелки в улике. Нельзя было терять ни минуты, так как стояли последние теплые деньки, а впереди нам обещали дожди. И поэтому нам нужно было многое успеть. Ну и пока мы трудились, заметили, что Альфа бегает в виноградник и что-то там ищет. Как оказалось, она бегает в виноградник и ест ягодки. Сначала мы обрадовались, что, мол, собачка кушает виноград, а это витаминки. Даже поделились этой информацией в телеграм-канале. И спасибо нашим читателям, которые предостерегли, что питомцам давать виноград не полезно, так как он содержит очень много сахара. Так что мы дали Альфе команду «нельзя», сами продолжили работать, ну а позже собрали остатки винограда. Так, Рома сделал мне здесь полочки в этой нише. И я сейчас хочу их заполнить. Расставить все свои баночки, бутылочки, моющие, чистящие, которые хопа, здесь находятся. Вот, поэтому, чтобы удобно так убираешь, генералишь, подошел, бутылочку взял с нужным, а тут здесь так не очень удобно. Это сюда можно положить то, что вообще долго не пригождается. Здесь скрипит. Вот. И, в общем, вот здесь, где Рома отпиливал, хочу закрасить краской. Ну и вот здесь чем-то пройти. Скорее всего, что лаком. Вот. Не буду краской проходить здесь. И краску я подготовила вот для этого окошка. Вы мне писали, что нужно его... С ним нужно поработать. Вот. Поэтому здесь, вот видите, стекло такое треснувшая, вот, и рама как-то не камильфо здесь. Хоть это и кладовка, но хочется, чтобы здесь окошко выглядело красиво. Сначала убираю все лишнее и отмываю окошко от побелки. Да.
Ух, рыбкой пахнешь. Итак, идем сюда. Вот так. И будем красить. И текать. Увидела, что буду красить. И текать. Скажи, не нравятся мне ваши запахи? Тоже нашла время красить. Так, взяли вот такую вот краску. Вернее, это грунт эмаль по ржавчине. Ну, взяли вообще определенно для того, чтобы покрасить ручку. Дверную ручку, которую сделали, мы в прошлом видео показывали ее на входную дверь. Взяли также такие кисточки. Они очень интересные. Никогда такими не красила. Не знаю, что за качество. Ну, не в этот раз буду пробовать. В этот раз возьму обычную проверенную. Коричневый не самый мой любимый цвет, но здесь у нас в кладовке белые стены и вся мебель, шкафчики, полочки, все темно-коричневого цвета. Поэтому думаю, что и окошко будет логично покрасить в коричневый цвет. И, кстати, на контрасте хорошо видно, что я неплохо справляюсь с покраской, особенно по краям, не используя даже при этом малярный скотч. Ну и в итоге окошко выглядит уже намного лучше. А пока оно будет высыхать, пойду применю краску по назначению и покрашу дверную ручку. Вчера у нас весь день шел дождь, а с утра вышло солнце и вот такое испарение. Туманище настоящий. А у меня есть еще одно незаконченное дельце. Мне нужно сегодня собрать лепестки бархатцев. С наступлением холодов они уже стали увядать, но немного цветочков все же еще осталось. Так что пойду соберу, высушу и будем добавлять зимой в чай. Перешла на эту часть, где забор. Здесь у меня очень много кустиков с бархатцами, но они уже почти все высохли и кое-где остались цветочки. Сейчас соберу лепестки. Ну, а в следующий раз уже буду убирать эти кусты и пособираю семена, чтобы на следующий год тоже так высеять и чтобы было красиво. Собираю лепестки и смотрите, какая у меня здесь хризантемка растет. Ее мне подарила моя соседка. Она весной там делала пересадку. Я сюда высадила почему-то эту хризантему. И какая она красивая. Очень красивая. Так, где-то у меня здесь еще. Так, кустики. Кустики вот это вечно зеленые разрастаются. И, как вы заметили, вот тоже, где была мульча, тоже появилась вот эта трава нехорошая. Вот она хризантемка. И здесь она растет. Красота! Супер! Я так рада! Вот сколько получилось собрать лепестков. Немного, конечно, могло быть их и больше, потому что очень много было цветов. Но, в принципе, нам этого хватит на зиму. Вот, добавлять в чай. Будем использовать как добавку. Вот, так что пойду сейчас высушу их, поставлю в печь. Духовку в печную, там они быстро высушатся. Все, и будем добавлять в чай. Здесь у нас целая гора камней, и как раз они нам пригодятся на наш фундамент. Они такие неровные, разные, но это и хорошо. Самое главное, что они тяжелые и будут хорошо сватываться с цементом. Опа!
Внизу мы уже бросили большие камни. Сейчас буду замешивать раствор и параллельно добавлять в щели камни поменьше, чтобы раствора и цемента ушло как можно меньше, и нам его хватило. И еще вот такие куски катанки тоже буду добавлять. Они придадут большей крепости. А у нас опять начало немного хмариться. Поэтому пока еще дождь не начался, думаю залить как можно больше. Может, у меня еще пару часов есть. Кто-то меня в комментариях уже похвалил, что все у нас уже тут в порядке, все убрано, к зиме готово, и грядочки в порядке. Но не все грядки еще пока в порядке. Вот, видите, я постепенно их перекапываю, вычищаю от травы. Вот, а сейчас вот взяла ящик и хочу собрать плоды айвы. Здесь росла алыча, мы ее в прошлом году срубили. Вот, и наша айва немного ожила, потому что солнышко стало попадать на нее, она не стала расти теперь так косо. Мы хотим как-то ее выровнять, чтобы ветки вот не сюда шли, а прямо и ровно деревце росло. Нам пришлось выбирать между айвой и алычой. Нужно было оставить что-то одно, потому что вдвоем они, в общем, не очень-то растут. Ну, мы выбрали айву. Смотрите, какие маленькие айвушечки после дождика они загрязнились, вовремя их не собрала. Вот, а пахнут как! Какая она ароматная! Ого, ничего себе! Маленькая такая. Деревце маленькое, плоды тоже. Вот, но аромат я вам передать не могу. Ну, не зря мы ее оставили. Ой, посмотрите, сколько маленьких. Все это будет идти в чай, в компот. Слушайте, ну я так рада. Вы знаете, на первый взгляд айвы немного, но для нас это очень много. Поэтому я очень рада такому урожаю. Кто-то тут уже подхрумтел мое яблочко айвы. В общем, ничего, тоже пойдет. Сейчас пойду все вымою, порежу на дольки, высушу и будем добавлять в чай. Вот так понемногу собирали остатки урожаев, перекапывали грядки. И, кстати, на заднем фоне стоит забор, который мы должны перекрасить. Кстати, купили для него фонарики, так что в следующем видео покажем его преображение. Так, ну все, перекопала я почти все грядки. Осталась только грядка вот с клубникой, но мы, конечно же, ее трогать не будем. И вот одна грядка. Тут были помидоры, и покажу я вам наш опыт, нашу беду, почему же я так долго возилась с грядками. Там, где были помидоры и перцы, мы, получается, мульчировали. И после мульчирования мы заселили к себе вот этот бурьян, сорняк, траву, в общем, такую. И, конечно, пришлось повозиться, потому что я каждую грядку практически перебирала, снимала весь верхний слой, убирала, и чтобы этой травы здесь больше не было. Там, где мы не мульчировали, такой проблемы нет. Просто перекопали и все погромадили. Ну, в общем, делимся своим опытом. Может быть, кому-то пригодится. Тома, ты ко мне пришла? Я думаю, где она мявчит? Она по забору тут, акробатка, приемы выделывает. Говорит, смотри, смотри на меня, да? Тихо, тихо. У тебя все получится. Давай. Там уже будет получше. Немножко уже рассеивается. Такая осень красивая в этом году. Вообще очень люблю осень за ее яркие краски. Вот. И покажу вам ручку. Перекрасила я ее, вернее, покрасила. Она не была покрашена ни разу. Ну, и печалька в том, что от влаги все-таки проступает ржавчина. В общем, нужно брать проверенную краску. Вот, красили молотковой, хорошей краской, и ничего нигде нет. А здесь вот такая печалька получилась.
Обалдешки. Ага, вот. А после обильных дождей многие односельчане выходили на бугры и на полянки, чтобы собирать грибы. Нам же выходить никуда не пришлось, потому что грибочки, шампиньоны росли у нас в саду и в огороде. Ну а я возвращаюсь к полочкам нашей кладовки. Немного освежила ее в некоторых местах краской. Ну и сейчас буду заполнять ее разными баночками и скляночками. Заодно разгрузим наш буфет, потому что там хранились разные травы, которые я сейчас пересыплю по бутылькам. Я их заранее подготовила, просушила. У меня осталось немного высушенной мяты с прошлого года, также цветки липы. А еще я нашла старый, но очень хороший запас шиповника. И все бы мы давно уже это выпили с пирогами да с кренделями. Но все это находилось в не очень доступном и удобном месте. Но теперь я думаю, что такой запас у нас долго не простоит. Распределила свои травы по баночкам, вернее по бутылькам. И я считаю, что такой метод хранения, он будет намного лучше, чем хранение чая в кулечке, мешочке, еще и в коробке. Вот. И теперь я думаю, что такой запас мы намного быстрее подъедим, вернее выпьем, потому что он будет всегда под рукой. И представляете, сколько я места освободила у себя в буфете, убрав вот этот коробок. Наконец-то там можно все теперь навести порядок, и все будет аккуратно. Так, ну я сейчас баночки закрою крышками и отнесу на свои полки. И, кстати, мои запасы укропа тоже. Вот. Мы их тоже уже немножко подъедаем, так что отнесу, там даже будет хранение для них еще лучше, чем здесь. И ура, наконец-то уберутся все вот эти пакетики. Фух. Я очень рада, что вот здесь у нас в кладовке появилась такая ниша для меня. И я могу здесь разместить то, что на кухне мне, ну, как бы, скажем так, мешает. Вот. И хорошо здесь поместились прям травы, я очень рада. Благодаря этой нише я хорошо разгрузила свой буфет, потому что не только травы там находились, но и ранее там все были мои моющие бутылочки, баночки. Не очень удобно, и буфет у меня перегружен. Ну, и неудобно всем пользоваться, потому что все закрыто, и там все вот так вот сложено. Вот, ну а теперь все имеет свое место, вот, и здесь оно в кладовке, все закрыто, вот, ну и здесь расставлено аккуратно, и будет поддерживаться в чистоте и порядке. Ну и самое главное, что все это теперь у меня под рукой. Я управилась, вышла во двор, у нас сейчас такая тишина, ветра нет, и здесь у нас Рома работает. Ром, ну что ты тут уже закончил? На сегодня уже закончил, да. Вот так и работаем, да? Сделал, ну, такую небольшую часть, но уже стемнело. Сейчас помою хорошенько бетономешалку, чтобы не засох цемент. Угу. И накроем, наверное, этим клеенкой, да, потому что ночью еще обещает дождь. Ну да, под утро я смотрела, там дождик должен пойти. Да. Чтоб не смыло все мои труды. Вот так и работаем. И днем, и ночью, с перерывами. Так. Ночью, думаю, будем спать. Ночью спать будем, да? Я надеюсь. Если кто-то не скочит, не побежит заново заливать. Вон, смотрите, как подвигается работа. Ну, Ром, я тебе скажу, ты знаешь, ты уже много-много тут залил. Ну, еще больше, чем залил. Наверное, 20% всего только сделал, а может и меньше. Угу. Что нужно еще. Так, ну покажем днем, будет лучше видно. Ну ты молодец, Ром. Это кто тут спрятался? Персик, тебе тут удобно?
Это кто тут подсматривает? Это ты как туда залез? Ой, я не могу. Ты такое чудо чудесное. Котозаврик. Вот так вот мы залили края нашей беседки. Теперь оставим это все хорошенько застывать. Правда, нам всю неделю мешал вечерами и ночами дождь был, а днем выключали свет. Но все равно мы успели все, что нужно, залить. Теперь осталась только вот эта середина. Кстати, у нас уже и цемент закончился. Сюда пошло 8,5 мешков. Наверное, нужно еще брать штук 10-12. И песок уже заканчивается, и щебень. Ну, что-то будем думать. Вот столько у нас осталось песка и немного больше щебня. Мы, кстати, позвонили еще в строительный магазин. Спрашиваем, хотели еще взять таких сыпучих материалов, но они говорят, что сюда машина не заедет, потому что несколько дней шел дождь, сейчас опять идет. Поэтому, если машина сюда заедет, сюда вниз с бугра, то она обратно не выйдет. Будем ждать, когда земля подсохнет или подмерзнет, и тогда опять закажем щебня и песка, и, может быть, еще больше забетонируем. Посмотрим. Ну и наконец-то мы дошли до нашего пола. Мы его будем обновлять. Здесь у нас старенький желтый линолеум, он мне не нравится. Обновлять будем мы его с помощью вот такого самоклеющегося ламината. Не знаю, прочно это будет, не прочно, но практика покажет. Ну и вначале нам нужно все здесь убрать лишнее, чтобы нам не мешало. Поэтому я включаю режим таймлапс и все остальное озвучу вам за кадром. Итак, вначале освободим пол от всего лишнего, ну а затем подготовим поверхность, вначале хорошенько ее вымыв. И, кстати, клеить ламинат мы будем на линолеум, который занимает большую часть кухни. Если нам понравится работать с самоклеющимся ламинатом, то, возможно, на меньшую часть я возьму самоклеющуюся плитку. Итак, поверхность мы хорошо подготовили, и сейчас приступаем к поклейке ламината. Здесь у него есть липкий слой, но в прошлом видео вы советовали и настоятельно рекомендовали не надеяться на этот липкий слой и воспользоваться жидкими гвоздями. Поэтому мы запаслись, купили несколько баллончиков вот таких вот жидких гвоздей. Вот, и сейчас, в общем, начнем клеить. Интересно, что же у нас получится. Итак, вначале снимаем прозрачную пленку. Ну и далее с помощью пистолета я наношу жидкие гвозди. Ну и присоединюсь ко многим комментариям и отзывам. Липкого слоя на этом ламинате действительно недостаточно. Если честно, от этого материала я вовсе не в восторге. И как же хорошо, что ко мне на помощь подоспел Рома. Ему было тоже очень интересно поучаствовать в этом процессе. Ну и работа у нас пошла намного быстрее и веселее. Ну и, конечно же, такой материал не хотел сам приклеиваться, нужно было ему помогать, поэтому прижимали его всем тяжелым, что попадалось под руку. Мы справились. Да, это точно. Поклеили достаточно быстро. Где-то еще нехорошо прихватилось, поэтому мы поставили такие гантели. Вон, банки с водой. Угу. Да. Груз. Вот еще стоит пылесос. Так, ну, такая штука. Я бы в следующий раз ее не брал. Ну, или нужно, чтобы был прям идеально ровный пол, да? И такая сцепляемая хорошая поверхность. Да, чтобы была хорошая сцепляемость. Ну, из хорошего, давай с хорошего начнем. Из хорошего. Серый цвет. Красивый. Светлый однотонный. В глазах уже не рябит. Да.
Это раз. Во-вторых, мы немножко выровняли благодаря этим штукам поверхность. Вот пылесосить мне уже намного проще, не по волнам, не по буграм. Это тоже плюс. Может быть. А я скажу о минусах. Вот эти полосы, они у нас даже получились немного разные. Где-то на полмиллиметра, на миллиметр разница есть. Сейчас я даже покажу поближе вам. Вот видите, здесь идет ровно, 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 а потом вот эта полоса меньше на полмиллиметра. Из-за этого такая образуется щель. Непонятно. Получается, это шире, а это уже на полмиллиметра или на миллиметр. Вот такая штука нехорошая. Да. И где-то ложится хорошо, а где-то уже этот миллиметр отходит. Мы уже пробовали по-разному, но ничего не получилось. И еще, конечно же, присоединимся к отзывам, которые давались к этому материалу, что это очень хрупкий и ломкий материал. Да, он хрупкий и ломкий. Я бы лучше взял огромный кусок линолеума, здесь положил и не мучился. Вот в этом и плюс такого вот эксперимента, наш экспериментальный. Мы вложились мало, но вот на будущее в этой кухне мы что-то же будем грандиозное, да, здесь укладывать. Может, плитку, может быть, линолеум хороший. И чтобы уже вложиться так капитально и не пожалеть, мы уже определимся с цветом, с текстурой, поверхностью, потому что уже цветное было, серое вот с эффектом дерева тоже теперь у нас сейчас поживем с этим и уже примем окончательное решение, когда здесь будет капитальный ремонт. Это, думаю, хороший вариант такой. Ну, а если вы захотите брать или не брать, мы советовать не будем. Я скажу, да, лучше не мучаться. Поделившись с вами честным отзывом об этом материале, хочу поделиться еще одним честным отзывом о моей покупке и недавнем приобретении на маркетплейсе о таких вот домиках. Размеры декора, которые я заказывала для своих полочек, вызвал у меня большое разочарование и долгий смех. Хорошо, хоть ожидание светильников в виде домиков совпало с реальностью. Теперь расставлю декор на полочках и будем наслаждаться обновлением кухни и уютной атмосферой. И надеемся, что это видео понравилось вам и подняло вам настроение на грядущие выходные. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, и обязательно ставьте лайк и пишите свои добрые комментарии. Желаем вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.